Thank you very much. Большое спасибо. Firstly, I'd like to apologise that I can't speak Russian, and we'll try to make this work somehow by me speaking English. Ну, прежде всего, извините, что не говорю по-русски, постараемся, чтобы у нас все получилось, и я, то есть Константин, для этого здесь да, по ходу дела буду переводить. So thank you all for coming. Appreciate it. What I'm going to do is I'm going to show you a short film and then a sort of slideshow about the finished results of my pictures. Then I'll show you how I do it, because you're all going to ask me how I do it, so I'll show you that, and then we'll take some questions. Ну, сначала посмотрим несколько коротких видеофильмов, потом будет слайд-шоу, то есть внешне уже законченным образом, потом я расскажу немножко о всей технологии, потому что наверняка интересует, как это получается, а после этого у нас будут вопросы и ответы. Okay, so while we're talking about animals. Да, сейчас можем немножко о животных поговорить. So, this is a project I've done on animals. В общем, это целый проект, отдельная серия таких снимков, которая была посвящена животным. You can see the egg in the chicken, and that's real. И здесь вы видите что? Вы видите, так сказать, яйцо внутри курочки. И это все реально. And in season, a chicken lays, it should lay at least one egg every day. И во время, так сказать, нормального сезона яйцекладки, если можно так сказать, курица должна по меньшей мере одно яйцо в день положить. There's a feather from the same chicken. Это перо, взятое из этой же курочки. And technically speaking, that's about the most difficult thing I've ever X-rayed. И, кстати, в техническом плане, это, пожалуй, одна была из самых сложных работ, вот именно с применением рентгеновского The метода. more delicate the object, the more difficult it is to X-ray. Чем более тонкий и деликатный предмет, тем труднее его изобразить потом таким образом с помощью рентгена. This is a bat that I bought on eBay, of all places. What bat? A bat I bought on eBay. It comes in, they farm them in Latin America, and you bid on eBay and it comes in on a FedEx box, all prepared for you like that. It's a fruit bat. Это летучая мышь, значит, которая вот так оказалась, так сказать, получилась из Латинской Америки, она попала в какую-то посылку FedEx, которая отправлялась. Fairly obvious, it's a fish. And, совершенно очевидно, ясно. Because это рыба. Quite thin, you get a nice, sharp, detailed X-ray. Поскольку тело у нее плоское, здесь можно получить очень четкое и ясное отражение всех деталей внутреннего строения. You know, it's a natural history specimen that could be seen in a natural history museum, but I like to think of it as a work of art, the way it brings nature alive. Да, это, в общем, предмет, который часто можно видеть в музеях естественной истории, как представитель, так сказать, вида животных, в данном случае рыба, но в данном случае меня это интересует не как музейный экспонат, а скорее как произведение искусства. Lizard, gecko, again you can see what it's eating, quite scary. The ones you see with the human eye, obviously you see the colours. And the interesting thing about the X-ray is it removes all that. You know, you forget that could be green, yellow, camouflage to be hidden in a tree. But once all that's removed, you start to think about what it is, how it's formed, the evolution of the species, the Darwin theory. Интересно, вот это животное, когда мы воспринимаем его просто человеческим взглядом, первое, что мы, так сказать, фиксируем, это цвет, какие-то цветовые окраски. Здесь же, так сказать, совершенно другое восприятие, и вы его воспринимаете именно уже как, так сказать, некий объект эволюции, вы смотрите на его внутреннюю конструкцию, и у вас, так сказать, созревает какое-то представление о том, как это все в историческом времени, так сказать. And obviously a snake which has got such an interesting backbone that flexes and и, конечно, змея, и что интересно, вот здесь черным показано ее, так сказать, ее хребет, вообще, который дает очень интересные очертания, изгибы, вообще вся вот костная структура очень любопытна. So this is my next project, which is based on fashion. As it said briefly in that film that we stopped, this is one of my most popular pieces, I suppose because it's British and it's Magritte, it's references to an iconic piece of art. Но это, конечно, один из моих любимых, потому что это чисто британский котелок, и это уже, так сказать, стало таким иконическим предметом и воспринимается действительно как предмет искусства.
And this is very recent. I've just done this summer. Это я сделал совсем недавно, прошлым летом. So how think of the role that the clothes bring to the individual when you get married. То есть какую роль играет одежда, как они меняют человека и вообще его трансформируют, скажем, в момент свадьбы. And the commitment you make to a partner on that day and saying that it should last. It's really interesting how the clothes affect the personality. И, конечно, вот то, так сказать, ту клятву, которую вы даете в этот день, так сказать, своего партнера по браку. И интересно, как та одежда, в которой одеты, так сказать, двое людей, которые вступают в брак, как меняют вообще человеческую личность. In particular with the bride, there's a lot of work and love that goes into the making of the dress. So, и, конечно, особенно много работы, вы видите, усердие, так сказать, вложено в платье невесты. The X-ray shows all that care and attention into the garment. И тут уже рентген показывает всю ту, так сказать, заботу и степень тщательности, отделки и деталей, которые присущи ее платью. And there's the bridesmaid's dress of the same wedding. Да, это, собственно, тоже платье невесты, та же самая свадьба. And this is a top. Это топ. From the Art Deco period. Из времени арт-деко, то есть это уже совсем другое время. With small beads. С маленькими, так сказать, украшенными инкрустированным бисером. Quite like it because it's three-dimensional. It looks like it's on the body. И что интересно, здесь все-таки это, так сказать, объемный предмет, то есть он как бы уже по форме является, так сказать, соответствует телу. Which led me to do this one, where the dress is dancing. А дальше, на основе уже, так сказать, вот этой идеи, оно трансформировалось дальше, и мне приходилось изобразить вот такое платье, которое как бы танцует, соответствует танцующим шагам. Единственное, чего не хватает, это тело девушки, которая была. Again, how you'd wear as a man, you'd wear a shirt and a tie if you're going for a job interview. Ну, понятно, мужчина носит рубашку, галстук, особенно если отправляетесь на интервью. Clothes are transforming the individual again. И тоже, опять-таки, одежда очень трансформирует, меняет человека. Jimmy Choo's as a Christmas present. Вот что это? Jimmy Choo. Jimmy Choo, это значит туфли Jimmy Choo, рождественский подарок. And Kylie's knickers. Да. И трусики Kylie. Kylie Minogue. Kylie Minogue, да. This is a Lanvin dress, beautifully made French dress. Это очень красивое платье, французское, лайнен, yes? The garment is all the flowing texture of the garment. И это такой тонкий лен, и вы видите такая льющаяся вообще текстура самой ткани. X-ray is quite an honest process. It shows things for what they are. So if it's В общем, well made, рентгеновский процесс, вот, так сказать, съемка рентгеном, это очень такой открывающий процесс. Он как бы открывает суть вещей и их подлинное предназначение. So if it's well made, it shows it as well made. Если вещь хорошо сделана, сразу будет видно, что она действительно сконструирована очень хорошо. And if it's rubbish, it shows it as rubbish. А если это ерунда и дрянь, сразу будет понятно, что есть, что она такое есть. It's a lovely metal necklace that cascades down the wall. Да, металлическое такое ожерелье, которое не спадает каскадом такими вот. A puffer coat for the cold Moscow winter. Это понятно, для холодной московской зимы хорошая такая парка. And a scarf. И шарф. Handbag. Nothing in the handbag. This one. And this one. Another necklace, yes. A shirt as you buy it, so it's all folded up. Но рубашка, вот так, в том виде, когда вы ее покупаете, когда в целлофановом пакете уложены всякими там прокладками. And there I've animated this shoe, which is quite interesting really, because especially in Moscow, the women wear ridiculous heels, you know. Вот это туфли, особенно если вы знаете, в Москве, вот такие носят каблуки. Yeah, you see them tottering around and you think, what's under your feet? And it's very, very crude what's under your feet. И вы видите, это очень жестоко вы со своей ступней поступаете, потому что происходит такой ударный эффект на, собственно, все детали ступни внутри. It's a perfect example of fashion being all top show, all superficial. И вообще вот это прекрасный пример иллюстрации, насколько вообще поверхностна мода сама по своей сути. What's inside is just rusty nails. Да. То, что внутри этого ботинка, это уже значения не имеет. Важно, так сказать, чтобы он был на этом надет на ноге. A man's suit.
Снова мужской The костюм. pants that I've referred to in that film. Ага. Again, something very simple becomes very elegant. То есть трусики, которые там в своем фильме использовал, но мы сейчас показываем слайды, и лишний раз пример того, как самая простая вещь может стать очень элегантной. Снова платье, носки. Okay, this is the next project. This is based on aquatic things that are around the sea. Да, следующая тема, это уже, так сказать, жизнь моря и предметы именно морской среды. I love working with nature. Nature is just pure joy to work with because nature controls you. You don't control nature, and that's a good lesson for everybody. Look at what happened in Japan with the tsunami. You know, the nature is boss, and I love the opportunity of working with nature. Not every picture works, and that's a good, And what good is lesson. nature? Nature. Nature, sorry. Natural Вообще things. люблю работать с натурой, с природой, так сказать, поскольку это где бы ни было, в Японии, в других местах, в общем, природа всегда меня So these are вдохновляет. 4 clamshells. Это ракушки, собственно говоря. This is Star. a starfish, Ancastor Да, pancreas. значит, It's a естественно, crab. морская звезда, краб. When I show this in a gallery, I show this at 6 feet, 1.8 meters tall. Значит, когда я показывал это в галерее, это очень было высокое, 6 feet tall. It looks like it comes from another planet. И когда это в таком большом увеличении, то ощущение, что это вообще какое-то инопланетное создание. Tintable conch shell. Различные ракушки. These are all the worms that are the parasites that are living in the shell. И вот здесь вот эти, так сказать, силуэты, это паразиты, эти морские черви, которые живут, так сказать, паразитируют на ракушках. Again, that, believe it or not, comes from the Earth. It looks like it's another star in И the потом трудно поверить, что это вообще земное создание, похоже, как будто это какой-то образ звезды из Вселенной. You wouldn't want to tread on it in the sea. Это, собственно, кто? Это морской еж. More shells. Еще различные формы ракушек. And this is the sand dollar that you find on the beach in Florida. And these V-shaped things are the teeth of sharks. And for the reason a shark has such sharp teeth is that it replaces its teeth every month. It gets new teeth every month. И вот это здесь морская губка, где застрял зуб акулы. Вообще у акул зубы меняются регулярно. Каждый месяц новые вырастают. The old teeth fall out onto the seabed. И старые вываливаются, просто выпадают из челюсти, падают на морское дно. With the tide, they get washed into the hole. А потом приливом и, так сказать, течениями, которые Because of в the прибрежной shape, полосе работают, они, they так сказать, can't come back out. The sand comes back out, but the teeth get caught in it. And when you pick them up on the beach, they rattle with the и shark. потом, когда вы подбираете вот ее уже, так сказать, засохшую на пляже, она как погремушка, и внутри находится вот этот зуб акулы. And I have a series of these, and like everybody in this room, they're all subtly different, but essentially the same. И у меня целая серия вот этих, так сказать, объектов снято, вот этих губок, если я правильно понял, но они все немножко разные, как все вы, сидящие в этой комнате, но по сути дела все они представляют один и тот же вид. То есть какие-то основные черты у них у всех одинаковые. And I hope you agree that nature is beautiful. That is just a beautiful thing. Я думаю, что вы все согласны, что вообще лучше природы мастера нет, и что все то, что она создает, действительно прекрасно, абсолютно совершенно. This is a sponge, Губка, seaweed. морские водоросли. It looks like it's moving with the. Такое ощущение, что они буквально вот такую пластическую имеют форму, как будто движутся в воде. More seaweed. Еще тоже морские водоросли. Okay, another project now. This is Теперь on еще следующий insects. проект. Насекомые. Now insects. What's interesting about insects is they have the skeletons on the outside. Что интересно по скелету? У них, в отношении насекомых, у них скелеты находятся внутри, они не являются несущей внутренней конструкцией, они как бы обрамляют их тело снаружи. Exoskeleton. It's called. The skeleton's on the outside. And X-rays are normally used to look inside your body, looking for limbs. А для чего используется рентген? Обычно для того, чтобы заглянуть внутрь тела или какой-то объект, понять, что там внутри. So in some way, this is a reverse application of X-ray. То есть здесь получается некое реверсивное, обратное применение рентгеновского облучения. I've treated these like they're specimens in a botanical museum. И тоже дальше идут различные жуки, как образцы, представлены в ботаническом музее. That's a tarantula. You wouldn't want that in your Тарантула, bed. паук. Big beetle.
beetles, flying Жук. beetle. And again, this is what it eats. А I don't know внутри what it видно все, что он съел. Now these are toys. А здесь уже пошли игрушки. Это еще одна серия. Just kids' toys that I've stolen off my children to X-ray. Да, просто вот то, что у моих детей, чем они играют, я их взял для того, чтобы проверить, что в итоге получится в результате облучения. It gives them like another personality. They become slightly sinister, slightly eerie. Вообще интересно, что происходит с ними. Они становятся такими немножко злобными, даже опасными такими предметами, когда в итоге рентгеновское облучение, вот такие получаются образы. Они совершенно иначе воспринимаются. It's a doll's house. Кукольный домик, 2 robots. 2 робота, This is a rocket. ракета. Yuri Gagarin. Юрий Гагарин, понятно. So kids rockets. Это лошадка-качалка, да. That's a slinky that walks up the stairs. Это такая слинга, я не знаю, то, что по лестнице они. Пружинка, да. And there you see just a baby doll. Ну и здесь просто вот ребеночек кукольный. It reminds me of like sort of genetic mutations and designer babies. Напоминает мне некую генетическую имплементацию по разработке искусственных младенцев. This pram, which is looking fantastic in the gallery, if you get the chance to see the exhibition. Потрясающе выглядит в галерее, так сказать, представлена в большом размере вот эта детская коляска. And it's a spinning top. Да, волчок. A kid's teddy bear. Да, тоже. Okay, now we're going to another project, which is basically called Man and Machine. Еще один проект, который был условно назван «Человек и машины», «Человек и механизмы». And I think this is a very technically complex picture to achieve, but what brings it alive is the fact that we've got the human form driving it. Вообще технически, так сказать, было очень трудно добиться вот этого изображения в такой степени, так сказать, глубины детализации, но оживляет ее вот именно, так сказать, вот эта фигура человека. Large objects X-rayed are very technically challenging. You won't see them done because they're very, very difficult to do. When I talked about the bus earlier, Вообще трудно очень делать крупномасштабный, крупногабаритный объект. Это просто технически крайне сложно делать. Чуть раньше я вам показывал автобус и рассказывал о том, как я его фотографировал. That's the only time, to my knowledge, something like that's been done, and this is a similar process with this bulldozer. Да, что лишний раз позволяет мне сделать вывод о том, насколько это трудоемкое и сложное дело. И еще раз это, так сказать, я подтвердил для себя, вот сделал снимок этого бульдозера. So the technically minded like to see things like this because it shows how they work. The bike works. Ну, технически более интересно, вот скажем, велосипед, потому что когда он раскрывается с помощью рентгена, вы видите, понимаете всю его, так сказать, внутреннюю логику механизма, как он приводится в движение. The bus we've already talked about. So Автобус, мы уже о нем поговорили. So again, the headphones on their own are quite beautiful. They're in the gallery, but when they're on the DJ's head with the microphone, it sort of animates them in some way. I prefer the other one actually in the gallery, just the headphones. Да, ну, в общем, в галерее это представлено. Здесь в основном доминирует просто наушники. Это диджей. And this guy, you can see what's in his pants, what's in his pockets, you know, his glasses and his keys. Здесь вы видите интересно то, что у человека лежит в кармане, различных, так сказать, в кармане брюк. Мелкие предметы. Which is a typical application of how you see Big Brother using X-rays. So I have to be careful. Ну, в общем, это понятно, так сказать, типичное применение того, как Big Brother, то есть государство, все там полицейские и службы безопасности используют рентгеновские системы для того, чтобы понять, что у нас где лежит. And this is it's meant to look like a security guard, like a private security guard. Здесь тоже у нас такой образ рентгеновский человек и частный охранник. Because you often see these guys with the things in their ear. Знаете, такие с раздутыми руками, значит, шея толстая, в ухе наушники, вот то, что под пиджаком. Да. This is a scale model, it's not real. It's just the concept of an office. Здесь вот такая концепция офиса в разрезе. Вы видите, так сказать, отдельные ячейки, кабинетики. And this is my signature piece, my most famous picture. И это моя, так сказать, ну как бы фирменная фотография, которую я всегда себя представляю, меня с ней ассоциируют. If you ever traveled to Boston in America, если вы когда-нибудь были в Бостоне, в Америке, you see this image on a hanger at Logan Airport, life size, 185 feet. Эта фотография висит на
в аэропорту Логан на ангаре в 180 футов, то есть это живой реальный размер самолета. This is based on Mohammed El-Baradei. I don't know if you know who he is, the head of the Atomic Energy Authority. What's his name? Mohammed El-Baradei. Здесь, так сказать, инспирировано вдохновление Мохаммед Эл-Барадей, вы знаете, директор МАГАТЭ, Международного агентства по атомной I was lucky энергии. enough to meet him. He's a really interesting gentleman. Ну, вообще мне повезло с ним встретиться, он весьма интересный And господин. the atomic energy and X-ray has a lot А of поскольку cooperation. атомная энергия и вообще рентгеновское излучение имеют очень много, так сказать, вообще в своей первородной сути общего. And I sat in his office while he had his lunch. And Однажды я в офисе сидел, он меня угощал he ланчем. sat there reading the newspaper. Да, он начал читать газету. And he's such a nice man. He's like Superman. So this is Superman reading the Daily Planet. И у меня такое было, так сказать, вообще ощущение, что вот сидит настоящий человек масштаба, настоящий Супермен, который читает газету, которая называется Daily Planet, так сказать, новости планеты. And just a little touch, just put a phone in his pocket. И всего лишь тут, видите, небольшой телефончик у него на боку в кармане лежит. Vespa, cool scooter. Vespa, итальянский мотороллер, Tennis. теннис, теннисист, подающий мяч. This is another series now on objects. Simple. Теперь еще отдельная серия, посвященная предметам неодушевленным, объектам, не простым достаточно по форме. Simple, straightforward things in life that we don't really give a second thought to. То есть обычные, обыденные вещи, которые мы в повседневной жизни просто не замечаем, они как бы присутствуют в нашей жизни сами по себе. And how they the X-ray transform them. И я постарался трансформировать их восприятие с помощью рентгена. These are bangles. Иначе мы их увидели. Да. Это эти самые, Binoculars. как у нас называются? Да. Бинокль. DJ. Опять-таки диджей, его инструмент, на котором он работает. This is an ARRI camera for the movies. Это камера для, собственно, кинокамера. Film is in this area. Passes through. So it's a projection camera or a It's shooting camera. It's a shooting camera. For Да, именно съемочная камера, да, кинокамера. It's quite an interesting concept. It's just X-raying the frame of the picture. А вот тоже интересная концепция. Здесь просто рентгеновский снимок рамы, картины. But when you look at that picture in a gallery, И когда вы увидите ее в галерее, what you see is you see your own reflection in the center of the picture. вы увидите свое выражение лица в центре, как бы в раме, как портрет. Headphones without the DJ. Наушники, опять-таки, A simple light bulb. диджей. That's a valve light bulb. Да, лампочка, которая вот так Look at the предстает. design and the love and care and attention that's gone into the making of that. И здесь вообще вот что интересно, вот в таком виде именно рентген показывает, сколько вложено старания, внимания и вообще изобретательности и даже вкуса, можно сказать, в создание вот этого предмета. And that technology is 100 years old, but it still looks really. И технически, если говорить, этому предмету, этой лампочке уже 100 лет, как ее изобрели, но все равно она потрясает вообще своим совершенством какой-то именно вот такой инженерной конструкции. Running spikes, Да, шиповки, iPod, iPod, ice cream cone without the ice cream. рожок из-под мороженого, без мороженого. Even a simple thing like that. Даже вот такие простые вещи могут быть очень интересны. It's a French horn, Да, волторна. because it's well made. Again, the X-ray makes it. beautiful. Опять-таки, вещь очень хорошо сделана, очень, так сказать, музыкальный инструмент требует большого искусства, и рентген показывает все это. And now on to floral pictures, based the natural world in flowers. Да, а теперь снова возвращаемся к природе, к мир цветов. These two look like they're having a conversation. One's talking to the other. Видите, один с другим как будто разговаривают, нагнулись, и явно, так сказать, у них контакт. This is a cotton. Да, здесь просто вот хлопок. And that's this is grows wild in England by the hedgerows. We call it cow parsley. Колпас. It's a wild weed. Ну, это, в общем, сорняк, который очень распространен в Англии. Я не очень силен в ботанических названиях. An iris, which is again the exhibition. Ирис, цветок, Orchids, орхидеи, arum lily, лилии, калы, lily. тоже лилия, другая. This is a Japanese orchid, Это японская орхидея, a rose, роза. and these are pumpkin seeds. А это семена тыквы.
again, they look like from another galaxy. Not Тоже выглядит, как будто прилетели к нам из другой галактики. That's it. Вот, We've done собственно, that все. bit. Okay. So I'll now show you a few pictures about the process of А теперь покажу вам несколько фотографий, которые как бы раскрывают внутренний процесс. Don't того, как worry, это this is делается. much shorter. Okay, so this is my X-ray bunker. It's Здесь это вот concrete. бункер мой, собственно, так сказать, такой заизолированный, так сказать, именно рентгеновский кабинет. It's a concrete structure covered in black tiles in the middle of a field. Бетонное сооружение, покрыто черным варом, так сказать, стоит посередине поля. It's only a small building, but it's designed specially to X-ray objects. То есть специально дизайн помещения разработан для того, чтобы там производить рентгеновскую съемку. So it has much more radiation shielding than an X-ray department in a hospital. Поскольку здесь, естественно, даже степень радиации, которую мне приходится, так сказать, доводить гораздо выше, чем в рентгеновском кабинете обычной больницы. And the large objects like the plane and the bulldozer were taken apart and X-rayed in a building of that size. И, конечно, вот большие объекты, о которых я рассказывал, автомобили, остальные, которые мне приходилось разбирать, именно детали я фотографировал внутри вот этого домика и потом уже собирал вместе. This is showing the heavy concrete blocks, and there are 7 of these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thick, the wall. То есть вы видите, из каких мощных бетонных блоков все это здание построено, и стена состоит из 7 таких блоков, так сказать, положенных один рядом с другим. То есть это действительно очень мощно. And the door is lead and steel. It weighs Да, дверь, ворота из свинца и стали. 1,250 kilograms. 1201 тонна, 1,4 тонны весом. So it's hard work. Открывать надо вот так, очень тяжело. And then inside, this is through the door. Да, мы смотрим как бы Here I туда. am with an X-ray film. Вы видите, здесь у нас уже In лежит the black folder. пленка рентгеновская, на которой This is a делается. picture of my X-ray machine. Это фотография моего рентгеновского аппарата. X-rays come out of this hole. Да, вот лучи выходят отсюда, из этого отверстия. And then go back out of the room, close the door. Затем я выхожу из комнаты, когда все уже наставлено на предмет, закрываю плотно дверь. And I have the control panel. Вот здесь у меня контрольные приборы стоят. It's connected, the electric cable that goes through the wall into the Значит, radiation room. электрокабель идет уже в комнату, где, собственно, происходит, так сказать, And облучение. then I decide how much energy, how much penetration, how much И radiation. тут is уже required. я решаю, сколько энергии в данном конкретном случае, сколько, так сказать, какая степень, так сказать, силы рентгеновского пучка и все прочие детали. And I have a system that X-ray off, X-ray imminent, X-ray on. То есть здесь у меня система предупреждения, тоже как в кабинете, когда рентген включен, рентген выключен, или сейчас рентген находится в стадии, так сказать, подготовки. The big safety door, when it's closed, there's an electronic circuit that is made that maintains safety. If the door is open just a little bit, the circuit won't work. The X-rays won't work. И дальше, когда система включается, активизируется, все это объединяется электроцепью, полная герметика, полная, так сказать, запечатывание, можно сказать, этого пространства, помещения, где происходит, собственно, вот рентгеновское облучение. И если хотя бы на миллиметр будет, так сказать, не доведена дверь, и какой, это будет прерывание в цепи, и система не сработает. То есть рентгеновского импульса не будет. Then after that X-ray, I go and get the film from the X-ray room and go into my dark room. This is my dark room, and I'm putting the film into a machine that processes. Дальше, когда съемка сделана, я забираю уже вот эту, так сказать, собственно, пленку или, ну, в общем, большой, так сказать, такой формат, на чем делается рентгеновский отпечаток, и забираю в проявочную, где наступает уже, начинается процесс проявки. And there it is. There am I in with the finished result. Ну и вот дальше мы видим уже результат того, что сделано после проявки. How much longer have we got? Okay, right. So that's it really. Ну вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать. I'd like to thank you for your attention and ask you if there's any questions. Я хочу, естественно, благодарить за внимание и, пожалуйста, если у вас есть вопросы, самое время их задать.
Просто на фотоаппарат снимал. Что? Ну, в принципе, он был фотографом, просто на фотоаппарат снимал до рентгена. Понятно. So, in your previous experience before you got to X-rays, have you been a professional photographer? Did you already have some experience in picture? I was a struggling photographer. I wouldn't say I was a professional Нет, photographer. я бы сказал так, я пытался быть фотографом, профессиональным фотографом я себя никак не назвал. Пытался, так сказать, экспериментировал. I had work published, but I didn't make a living, enough money from just photography. Мои работы публиковались, да, но сказать, что это была профессия, которая давала мне заработки, чтобы я мог на это жить, нет, так не было. I actually worked in the design and advertising industry before. Я работал, так сказать, в области дизайна и рекламы до того, как стал заниматься вот этой съемкой с помощью рентгена. And I've been doing X-rays now for nearly 20 years. А этим, то есть уже рентгеновским делом я занимаюсь почти 20 лет. Ну а как пришел к этому? Как в голову пришла Well, идея and how, can you just say how this idea struck your mind? I was lucky. He found me. I was very lucky. Ну, повезло, можно сказать. Все, воля случая. I was asked by a TV show to X-ray a can of Pepsi Coke. Pepsi. Меня попросили, значит, в одном телешоу, до которого работал, сделать фоторентгеновский снимок банки Пепси. They couldn't find anyone to do it. Они не могли найти ни одного, кто вообще вот мог бы как-то это сделать. Foolishly, I said I'd do it. I didn't know how to do it. И я, как дурак, значит, так, не подумал, сказал, хорошо, сделаю. But I found a way, and at the same time, I X-rayed other things. Ну и нашел способ, действительно придумал, как сделать. Потом параллельно с этим, или потом, чуть позже, сделал тоже рентгеновские снимки многих прочих вещей. And this may sound cliche, but it was a life-changing moment. I knew then that I'd found my calling in И it. знаете, это может сейчас звучать таким клише, как все говорят, ах, вот сразу там мысль пришла, разбогател, но я тут же понял, что это действительно будет вся моя карьера, то дело, которым я буду заниматься. Пожалуйста. А каким образом вы измеряете или решаете, сколько нужно дать конкретно? So how do you well measure and how you're sizing up, you know, the power of X-ray beam, you know, in every particular case? Obviously what I do is I keep notes of everything I've ever X-rayed. Ну, как я делаю? Я, во-первых, записываю все данные по силе рентгеновского излучения в каждом отдельном случае, эксперименте, который я проводил, всеми иными предметами. And X-ray works on the density of the object. So if А дальше все зависит от плотности объекта, который вы просвечиваете. it's steel, you need more X-ray than if it's plastic. То есть, если это сталь, вам нужно добавить немножко, так сказать, рентгена посильнее, скажем, и по сравнению с тем, если предмет из пластика. Where it gets complicated is when it's steel and plastic. Сложно, когда это и пластик, и сталь одновременно, то есть сложный This предмет. tripod, Вот, with its camera on, видите, это тренога с камерой. metal and plastic. So Это именно тот самый случай, тут и сталь, и пластик. for that I would take several X-rays at different exposures. Здесь я сделаю несколько снимков с помощью рентгенов с различной выдержкой, And merge them on the computer. а затем уже с помощью компьютера сделаю совмещение. Thank you. And what about plane? How did you make? The plane? Как с самолетом дело было. The plane was a long process. Это был очень длительный процесс. I was lucky enough to be given access to Boeing in America where they make the planes. Значит, к счастью, меня, так сказать, разрешили работать на предприятиях Боинга в Америке. And got access to the very influential people, and they agreed to send me the parts of a plane I needed to make the И, X-ray. в общем, удалось познакомиться с людьми, которые там принимают решения, действительно. И они согласились прислать мне отдельные части самолета, детали, которые потом можно было совместить и уже создать общий как-то. So from the west coast of America, near Seattle, То есть из Сиэтла, в Орегоне, значит, на западном побережье, into a shipping container, we sailed to England. I opened the container. контейнером эти детали в Англию посылали они. X-ray. Снимал, потому что Then там another много чего. container would leave while that one was going back. Потом этот контейнер уходил назад в Америку, снова в Сиэтл был, приходил новый. Это был очень крупный, так сказать, серьезный масштабный проект. 1 year to take that picture. Год ушло на то, чтобы сделать вот этот снимок. У меня два вопроса. Первый two questions. вопрос это за какую футбольную команду вы болеете? В Англии. Тоттенхэм. Окей. И вопрос номер два. Вот
вы фотографировали животных, там, цветы, потом, так как это излучение, и оно довольно-таки опасно для природы, куда вы деваете после фотографии вот это вот все, что может переработаться как природа? With X-ray objects, it's quite dangerous, or at least there will not certainly have radiation after you put some materials in X-ray beam. How do you dispose of it? The radiation doesn't contaminate by X-ray. Вы знаете, нет, так сказать, при облучении рентгеновском, так сказать, не происходит вот не происходит, так сказать, явление остаточной радиации. Nuclear radiation. Ядерная In радиация. Japan, that contaminates. Да, это действительно ведет к отравлению, к заражению. In Chernobyl, that's nuclear radiation. Вот Which contaminates. Чернобыль, скажем. Yeah. Понимаете, а то, что делаю я, это абсолютно другой процесс, это не вызывает вот With такой. X-rays, they do not contaminate, which is why they use them on you in the hospital. X-rays are used on people in hospitals, so they do not contaminate. То есть вы понимаете, что рентгеновскому облучению мы подвергаемся при в общем, регулярной проверке в больнице, и оно не приводит к заражению радиоактивному. Я не понял. Вопрос относительно этого же аэроплана. Мне показалось, что там пропеллер, да, вот впереди, он вращается. Well, Это эффект? talking about the same image of the airplane, simply that there was a prop and was rotating, wasn't it? The engine on the aeroplane was physically, it's a jet engine, but it's a model of a jet engine. Нет, A это, simplified во-первых, model. это, конечно, не винтовой самолет, это реактивный. И там реактивная турбина, в которой есть, естественно, лопасти. The whole aeroplane image is simplified. If you were to X-ray, if you had X-ray vision and you X-rayed the whole of the plane in one go, it would be so confused. И если бы, скажем, вы снимали за один раз весь самолет и вообще все его детали, получился бы очень, так сказать, сложный и немножко сбивающий ваше восприятие образ. When you walk down the aisle of an aeroplane, there are 30 rows of seats. Скажем, если вы идете по проходу самолета, 30 рядов сидений. And if you X-ray 30 rows of seats together, you end up with a mess. Если вы сразу снимете все вместе, насквозь, будет полная каша. And the same with underneath the cockpit, it's computer. И дальше, уже внизу, так сказать, в нижней части отсека для пилотов, кабины, там компьютер за компьютером стоит, там все насыщено электроникой. So I decided to leave many things out of the airplane. Поэтому я решил, конечно, очень много из этого самолета условно убрать, потому что иначе бы это была просто, так сказать, картина, которая сама бы себя убивала избытком всякой детализации I внутренней. hope you agree 1 year is enough work anyway. Но в любом случае, считаю, год работы достаточно. Я серьезно поработал, честно сделал работу. And this gentleman? Еще? Я правильно понял, что все это снято с помощью рентгеновского сканера обратного России? So did I get it right that everything you've done was taken using, X-ray scanner with, what's the right feedback scatter or whatever? Backscatter. Backscatter. Now the only image there that I've used a backscatter on is the bus. Нет, единственное, где обратное рассеяние использовал, это был автобус. Everything else is X-ray directly onto film. А все остальное это шло напрямую уже, так сказать, как бы пробивание лучом и дальше уже на пленку. Еще один вопрос, там вот очень простой снимок с настольной лампой. Он снят сразу целиком. Another question concerning, this whole table lamp. Was it on one take or did you also combine the images? Well, a quick demonstration is Ну, маленькая быстрая демонстрация. if I was to X-ray this remote control, Значит, если мы будем снимать вот этот пульт I put it on a дистанционный, piece of film roughly the size of that tile, я положу его вот примерно вот на размер с эту that's плитку, fine. значит, кусок пленки. but the lamp is roughly the size of this chair, Но лампа у нас примерно вот такого размера, как стул. which you see doesn't fit on Сюда он one никак не tile. вписывается. Вы видите уже в размер вот этой. You actually need 1, 2, 3 tiles. Вам нужно уже будет здесь 3 пленки, или, скажем, 3 вот этих плитки, если брать это же размер. With the light of the chair, Uh-huh. I use 3 pieces of film, Значит, slightly я overlapped, использовал именно 3 куска пленки, and then process them individually and scan them. затем проявил их и просканировал отдельно. And then you put them together, yeah? А потом совместил, да. Good was the comment. Расскажите, детали самолета тоже снимались в таких маленьких?
And what about the details, spans of the aircraft? Did you also use the same method, otherwise putting them on? Yeah, but with the aircraft, there's maybe 8 or 12 films, not 2 or 3. Но, может быть, в данном случае было уже не 2 и 3, а 8-12 вот таких форматных рентгеновских пленок. Like this. То есть вот такой, примерно, как между нами. Мог быть какое-то пространство, и на нем уже детали. Any bigger, you get distortion. Больше будет искажение. Was it easy to buy this X-ray device? Легко было купить все это, так сказать, рентгеновское оборудование. Initially, not many people wanted to help me. Вначале не особенно мне, так сказать, кто-то хотел в этом помогать. And was it legal? I am legal now. Легально. Сегодня абсолютно легально, чист как вообще. But when I started, I wasn't legal. No. Но когда начинал, нет, легально это нельзя было назвать. I have now got a license from the British government to Теперь у меня есть уже официальная правительственная лицензия британского and правительства. store the equipment. И, так сказать, есть право на хранение складское всего этого оборудования. And they check me out once a year, Они меня раз в год проверяют. and I'm still here. So. И, как видите, я здесь перед вами стою в общем, в целостности. Are you a scientist or an artist? I'm definitely not a scientist. Вы художник или I only ученый? understand the basics of the science. Нет, я не ученый, но стараюсь понять, так сказать, некоторые процессы науки. And But your art is very rational. Like, what is the poetry in it? yeah, I think I like art that's rational. I think if you call my work simple, I'd find that a compliment because I like art that's simple. and Нет, straightforward. и я люблю искусство, так сказать, в его прямой и понятной и ясной форме. И если вы говорите мне, что это просто, я это воспринимаю как комплимент, потому что в данном случае простота это для меня именно признак, так сказать, совершенства и лаконичности, когда нет ничего лишнего. And now I can honestly look you in the eye and say I make a living from selling art, so I guess I'm an artist. Ну а теперь, поскольку я этим занимаюсь, это называется искусством, как производное, я могу и себя тоже считать художником. And what is the main idea that you want to like retranslate? Yeah, the main idea really is. В чем тут главная I'm going to мысль? get a bit heavy now, so excuse me. But if you think about when you're truly happy, you are truly happy when you are with your loved ones, not when you've bought a new dress or a new car or a new house. That is just commercial. Идея, так сказать, движения подлинного счастья в своей чистоте, скажем, когда вы влюблены, вы не думаете о том, как этот человек одет, на какой машине ездит и так далее. Понимаете, когда это что-то чистое, это лишается вот всей этой внешней шелухи. And that happiness, that contentment comes from within. И вот это счастье, вот это ощущение, так сказать, какой-то внутренней завершенности, оно возникает у вас внутри. And that's what I'm trying to express, that the beauty comes from inside. То есть это я хочу в своих работах показать, что, в общем, красота, ощущение и выражение красоты – это то, что рождается у вас внутри. Насколько коммерчески успешны его проекты? Well, the question is about, how commercially successful are projects? If they generate appropriate, tangible feedback. I don't really understand that question. How commercially? Successful are your projects, yes. Well, they generate income, I think, to boil it down to simple no sense. I think Nina should answer that question. На этот вопрос надо Maybe not now. Sometimes. Иногда, да, иногда успешно. I'm not a millionaire. Но я не миллионер. Will be. One day. Rodney. And what about skeleton? А по поводу скелета, что? How did you manage to find it? Где вы его нашли, как добыли? It took some finding. I found lots of skeletons, but they had the pins. To Ну, find the- много скелетов мне попадалось, когда я искал, но все они Serial были killer? уже, все они уже были на этих на шарнирах. It's a very, very delicate object. Вообще предмет весьма хрупкий. Her name is Frida, the skeleton, and she has А, been. that's what I couldn't get. Вот и Фрида только. Да, это, кстати, дама была, девушка, женщина. Я это не понял, потому что когда мне плохо слышно, там Фрида, думаю, что такое, я не понимаю. А оказывается, так сказать, нужно было пояснение. Девушку, то есть скелет, звали Фрида. She's been dead for 40 years plus. Она уже была 40 с лишним лет прошло с момента And ее the bones смерти. dry more and more and more. И, естественно, кости все больше и больше усыхали. So if there's any doctors here, you will see that the kneecaps have moved,
and the То есть, elbow. если среди вас есть врачи, знающие анатомию, вы увидите, что там произошли уже такие чисто вот патогенные смещения коленных чашечек и прочих локтевых суставов. But it looks okay to me. Looks like. Looks okay to me. Но для меня окей выглядит, это нормально, хорошо. Yeah, but she's worth, she's insured for £100,000. Она застрахована, между прочим, на 100 тысяч фунтов. 50,000 rubles. 100,000 pounds. 100,000 pounds. 100,000, it's much more than 50,000. 500,000 rubles. It's $500,000 rubles. $500,000 rubles. Да, $500,000 рублей. So when I have her, I have to look after her and keep her with me. So she Понимаешь, drives. поэтому, когда я ее беру для работы, мне нужно на ней очень ухаживать, внимательно следить, и вообще она постоянно со мной рядом. And you get some strange looks when you're driving from where Free lives, which is in a college, to my studio. And И вообще довольно странно, ведь когда я еду в машине, там из колледжа, где она то есть, хранится, к себе в студию, она сидит рядом. And she's sitting just... Да, конечно. Does she wear dresses? If you want. Okay. One more. I have two questions. First, what's your project now? Первое, какой сейчас проект вы делаете, вопрос? And second, how do you think the government can give you permission to destroy something like Eiffel Tower and photo this object? И дальше, какие возможности, чтобы правительством разрешило снимать и, соответственно, пользуясь вашей технологией, такие мощные крупные вещи, как Эйфелева башня и что? Ну и что-нибудь подобное в этом же плане. The project I'm working on now is there was a picture in the presentation of some seaweed. Значит, проект, на котором я сейчас работаю, презентация вот в этой серии, была фотография водорослей, в частности. Inspired by one of the inventors of photography in the 1850s. И это вдохновило меня, так сказать, изобретение одного из первых фотографов в 1850-е годы, собственно, одного из изобретателей. A lady called Anna Atkins. Дама, ее звали Анна Аткинс. I have taken seaweed, x-rayed it. Я взял водоросль, сделал рентгеновский снимок. And then used the sun to do cyanotype blue pictures. А затем уже использовал солнце для того, чтобы сделать, я не технический cyanotype, то есть получилась вот эта голубая, как сказать, голубой отпечаток. Can you explain, elaborate a little bit? I don't know what What's interesting is the invisible light. X-rays are invisible, that's why they're dangerous. Но интересно что? Значит, рентгеновские лучи невидимы, в чем их и опасность. They create the X-ray image of the seaweed. Они с их помощью я создал именно вот этот рентгеновский образ, отпечаток, образ водорослей. And then with the film, the X-ray of the seaweed, и дальше I leave it outside, allow the sun. Exposed to the sun, yes. Yeah, А потом я уже подставил эту же, так сказать, эту пленку под, естественно, дневной солнечный свет. Which is the visible light. Этот свет мы видим, To pass through the который прошел насквозь. Seaweed onto the specially sensitized paper with the cyanotype solution. Значит, дальше здесь была, так сказать, специально синтезированная бумага подложена с каким-то непонятным для меня раствором. And then you wash the paper and it turns blue. It's magic. И дальше вы моете, смываете бумагу и получается этот, так сказать, снимок голубого цвета. То есть такой вот немножко химический процесс. Прошу, что я не очень. I've had so much fun doing this project. If you've never done cyanotypes, you should do them. They're just so much fun. Say it again. It's called cyanotype. Cyanotype. Знаете, что это такое, да? And then your second, so I'm doing a series of these. То есть сейчас я делаю целую серию таких работ, 20 с лишним. And they will hopefully be acquired by the Victoria and Albert Museum. И, надеюсь, есть основания надеяться, что их приобретет музей Альберта Виктория в Лондоне. Your second question, which was, would the government let me X-ray the Eiffel Tower? Дальше второй вопрос. Позволит ли правительство снять Эйфелеву башню? Well, probably not, but in my dreams, I'd love to do something like that. Но, скорее всего, нет. Но вообще мечтаю я, чтобы такое когда-нибудь произошло в моей жизни. Maybe the Statue of Liberty or. Может, статуя свободы? In America they're more liberal, I think. Hello, do you mind if I take the Statue of Liberty? Не просто там немножко разобрать. Especially that it's collapsible, you can take it apart. Особенно поскольку она создана из блоков статуи свободы, ее можно разобрать. But there are many things still to X-ray.
I have just touched the surface. There are still many things to Но do. вообще столько еще целое море того, что можно дальше снимать, экспериментировать с помощью We have an рентгена. Я expression- всего лишь, так сказать, чуть-чуть затронул поверхность вообще вот этой области. We have an expression in English, one trick pony. One trick pony. It means you can only do one thing. And I am guilty of that, but I am happy like that. I just want to keep experimenting with X-rays. I don't want to do anything else. Да, в Англии у нас говорят, что, так сказать, как бы одного трюка достаточно. Но вот этот трюк я хочу как бы продолжать в нем дальше экспериментировать и обнаружить для себя все возможности, которые дает рентген, как средство получения подобных образов. Скажите, как вы защищаетесь от репьеровского излучения, там используете стальные свинцовые комнаты? How do you protect yourself from radiation? Do you use a bedroom? I have a weekly check with a Geiger counter with my equipment to make Но sure. каждую неделю провожу регулярное обследование счетчиком Гейгера, вообще все, чем я пользуюсь, где я работаю. The building has been over-specified, so it's thicker than it needs to be for the amount of power my machines can output. Да, здание рассчитано таким образом, что оно устойчиво и выносит всю ту нагрузку, так сказать, с избытком, который способен произвести мое оборудование. I wear a little badge that assesses if there's any radiation. Я ношу всегда здесь небольшой такой, ну, как бы на мне, And records when- который тут же отрегулирует, так сказать, датчик на теле, который тут же покажет, есть ли повышенная радиация. And you know, it's my life, so I don't take too many risks. И я понимаю, что от этого зависит моя жизнь, поэтому я бездумно не рискую. Вы снимаете в защищенном помещении отдельно от объекта? Да, ну конечно. So the question is if you're taking pictures from the protected area, separated from the object. I closed that big heavy door. You saw the picture of the big Да, вы heavy door. видели вот эти тяжеленные ворота из I'm светлой outside. стали. Я их закрываю и, конечно, нахожусь снаружи. Never inside. Никогда не нахожусь там, где происходит сам процесс. Didn't you ever think of establishing your own photo school, maybe? Because it's an interesting way to show the pictures you make. I don't think that you show us simple things. You do the simplest, the more complicated, because we see not the whole object, but the parts of it. And don't you want to establish your own school? Идея в том, не хотите ли вы стать основателем школы вот такой, поскольку, так сказать, мы видим предметы гораздо проще, а благодаря вам мы видим их более сложным, так сказать, вообще смысле, понимая их содержание, только наружности, внешней поверхности. I have thought about passing on the knowledge somehow. Ну, вообще я думал о том, как бы поделиться своими знаниями вообще. Especially as I get older. Особенно по мере того, как я становлюсь старше, старею. I'm so disorganized and life is so busy, I just don't have the time. Но знаете, я человек настолько вообще неорганизованный по натуре, и при этом настолько занят благодаря работе, что у меня на это нет времени. Maybe when I get older. Maybe when I'm now nearly 50, I'm 49. When I'm 60, maybe I should spend my last 10, 15 years on this planet passing that knowledge on. Ну, не знаю, мне сейчас 49, скоро 50, может последние лет 10-15, после 50 я и займусь тем, пока на этой планете существую, чтобы передавать и как-то вообще делиться своими познаниями. No, I have a small team. I have a studio manager who does all the work in Photoshop. Нет, у меня есть, конечно, небольшая команда помощников, есть менеджер студии, который занимается именно, так сказать, фотошопом. An analog assistant who's not allowed to touch the computer, who does everything with chemicals and film. And Потом есть ассистент, который работает, так сказать, с аналоговыми предметами, он не работает с компьютерами. Все. and then an administration, part-time administration person. И затем чисто администратор, так сказать, на повременной основе. That's it. Вот и все. Okay, thank you Ну вот, everybody. спасибо большое. Еще там два. Как достигается цветность работ? Они How do you achieve coloring in this work, you know? Simply it's on the computer. The X-rays are black and white. Нет, это с помощью компьютера только, потому что, конечно, лучи рентгеновские дают только черно-белое изображение. And I personally prefer them sometimes, most of the time rather, when they're just simply coloured.
like the espresso machine here, where it's just tinted blue. This is the classic way of seeing an X-ray. Ну вот это такой классический вариант вот такого синего And it's a оттенка. Вот simple это кофейная purist машина. But the shoes in this catalogue. Ну, скажем, And, ботинки в этом at the exhibition, you'll see a pair of underpants, men's boxer shorts. И вот там, где трусики идут, так сказать, These мужские ones такие are длинные. coloured, and they just needed some colour. I felt to give it some more. Ну, нужен был здесь power. цвет, чтобы придать, так сказать, большую выразительность этому опыту. То есть это уже не рентген. Otherwise it's done not by X-ray, it's really... Just computer. Это компьютер уже, чисто компьютерная графика, можно сказать, там, цветовое решение. Thank you, everybody. Большое всем спасибо.